Рецепт торта с ягодами востребован круглый год. Зимой торт готовлю с замороженными ягодами, а летом из свежих ягод. Собственно, этот ягодный торт состоит из тающего во рту шоколадного бисквита и очень нежного ягодного суфле на йогуртовой основе со сливками. Ягодный торт состоит из 2 коржей и пол-литра ягодного мусса, который в свою очередь состоит из сливок, йогурта и, собственно, ягод. У меня вишня. Делаем тесто. Для начала надо взбить яйца в очень тугие пики. Запаситесь терпением. Взбивать потребуется на самой высокой скорости ровно 15 минут, не меньше. Яйца нужно забить до такой степени, чтобы белковая пена не сильно опала при добавлении молока и муки с какао. Белки очень не любят жир, а какао и молоко – это жир, поэтому пена должна быть на момент добавления очень тугой, почти как камень. Если взбивать белки будете менее 15 минут, пена сильно опадет и воздушного бисквита не получится. Бисквит получается всегда и у всех, главное следуйте инструкции. Начинаем белки взбивать на малых оборотах, добавляем щепотку соли. Высыпаем пачку ванилина. Смешиваем крахмал, разрыхлитель и немного сахара. Все хорошо перемешать. Увеличить скорость взбивания. Полученную смесь добавить к белкам в несколько приемов. После полного введения смеси еще увеличить скорость взбивания. В несколько приемов добавить весь сахар. Я предварительно делаю сахарную пудру. Печь включите на 170 градусов. Она должна полностью прогреться, когда тесто будет готово. Далее взбивать яйца на максимальной скорости 15 минут. Тем временем, пока яйца взбиваются, в миску просеять муку и какао. Все хорошо перемешать до меланжевого состояния. По прошествии 15 минут без прерывания снизить скорость миксера до минимума. Добавить муко-какаовную смесь к яйцам в несколько приемов. Просто добавляйте ложкой всю смесь. Добавьте молоко. Я не буду ускорять видео или обрезать. Посмотрите, как нужно добавлять. Миксер работает на малых оборотах без перерыва. Пена практически не опадает. Тихонечко тонкой струйкой по стеночке вливайте молоко и добавляйте муко-какаовную смесь. Не форсируйте процесс. Добавляйте обязательно постепенно. Миксер работает медленно. Дайте смеси расходиться постепенно. Как только первый порошок уходит, добавляйте следующий потихонечку. Это залог успеха. Так пена ваша не опадет. Когда весь порошок загрузите, пусть миксер поработает еще немного. Сигналом готовности будет полное отсутствие порошка на поверхности. Вот так выглядит готовое тесто. Пена практически не опала. Сразу же ничего не ждем. Разливаем готовое тесто по формам. Духовка у вас уже включена. У меня две формы по 18 сантиметров. Они заполняются где-то наполовину. Проведите палочкой по поверхности, чтобы ушли пузыри и тесто равномерно распределилось по форме. Сразу ставьте формы в духовку на 30 минут до готовности.
Готовый бисквит ставьте вверх ногами на решетку до полного остывания. Шапочка будет совсем маленькая, и она уйдет при остывании. После остывания с коржами можно будет сразу работать или убрать их в пищевой пленке в холодильник. Храниться они могут 2-3 дня. Каждый корж можно разделить на две части, то есть у вас получается из одного 2 коржа, из двух 4. Довольно высокий торт, если нужно. Я делала торт на 2 коржа, и мусс рассчитан на 2 коржа. Прошу прощения, ребенок выцарапал серединку. Далее показываю, как разделить струной 1 корж на 2. Такая струна недорогая, я всегда ею пользуюсь. Она стоит в пределах 300 рублей. Вот такой прекрасный получился бисквит, нежный как пух. Готовим мусс. Для этого нужно сливки 33% взбить до устойчивых пиков и положить их в холодильник. Когда они понадобятся, мы их возьмем. Сливки взбивать на самой высокой скорости примерно 4-5 минут. Вот такая пена должна получиться, она не должна быть каменной. Далее нам потребуется ягодный курт. Я брала вишню, готовила его отдельно, ссылочку в описании я дам, как его готовить. Для начала нужно ягодный курт пробить блендером или миксером ручным, для того, чтобы получилась паста однородная. Количество ягод для вашего мусса вы можете варьировать сами. Хотите более ягодный вкус, кладите ягодного курда больше. И сахаром такая же история. Смешайте ягодный курт и 250 мл йогурта. Ягодный курт готовится с кукурузным крахмалом, поэтому желатина мы не кладем много. Если вы будете класть просто пюре из ягод, то кладите желатина больше в 2 раза. Вы можете взять со вкусом вишни или овсянки йогурт, сладкий или без добавок, какой вам нравится. От этого будет зависеть в целом вкус торта. Проявите фантазию. Замочите желатин, пачку, в теплой воде. Когда желатин набухнет, смешайте его с небольшим количеством ягодного йогурта и прогрейте желатин до слегка теплого состояния, чтобы он разошелся. Я делаю это в микроволновке. Добавьте желатиновую смесь в общую массу ягодно-йогуртовую. Выньте сливки из холодильника и смешайте с ягодно-йогуртовой смесью миксером до однородности. Собираем торт. У нас коржи 18 сантиметров. Берем форму на 2 сантиметра больше. Это 20 сантиметров. Кладем вниз корж и выливаем половину мусса. Кладем еще корж и выливаем оставшийся мусс. Ставим в холодильник до застывания верха. Делаем либо глазурь шоколадную, растопить шоколад с маслом. Она будет трескаться, как на птичьем молоке. Либо ганис шоколадный. В сливках растопить шоколад. Она будет мягко резаться. Шоколад я делала горький. Вы можете взять любой, даже с орехами или изюмом. Можете в мусс добавить полстакана семян чиа. Они еще дополнительно желеобразующие и полезные. Чтобы подчеркнуть шоколадные коржи, я сделала темную глазурь, как на птичьем молоке. Растопила масло с шоколадом и залила. Поэтому она трескается и хрустит. Кому такой эффект нравится, тот может сделать так же. Вынимать такой тортик из формы нужно горячим ножом, предварительно его разогрев под струей горячей воды. Тогда он легко вынимается. Мне красота была не особо нужна, так что я не церемонилась, просто вытащила его из формы. Вы можете проделать все это более аккуратно. Тортик очень вкусный. Такой подходит и летом, и зимой. Резать тоже нужно горячим ножом, иначе глазурь растрескается, как на птичьем молоке. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Меня это очень вдохновляет. До новых встреч!